Здравствуйте, друзья! Сегодня последний выходной денек для всех нас. И мы сейчас сидим в лобби Westin Seattle, нашего отеля. И сейчас я собираюсь взять интервью у менеджера команды Na'Vi Юджина. Жень, вот сразу первый вопрос. Ожидал ли ты такого выступления нашей команды здесь на турнире? Или это стало для тебя неожиданностью? Сказать по правде, то я всегда стараюсь быть готовым к любым раскладам. И такой расклад я тоже допускал, потому что это не тот турнир, где можно проскочить, там как-то может повести. В этот раз не получилось просто так на изи это все пройти. Не могу сказать, что ребята плохо совсем играли. У них действительно был, если проанализировать каждую игру, то, что ребята потом делали, то, в принципе, видно, что ребята достойно сражались. То есть у них не было совсем каких-то бездарно слитых игр. Оппоненты играли в тот момент очень хорошо. И ребята, как ни странно, играли тоже хорошо. Но победу получает тот, кто в мелочах более, более удачно действует. И так получалось, что у оппонентов это получалось лучше, чем у нас. И где-то по чуть-чуть нас переигрывали, и в итоге это все сводилось к поражениям. И, в принципе, результат, можно сказать, не могу сказать, что он прямо закономерный, но и, в принципе, я не удивлен. Перед турниром у ребят был очень серьезный настрой. Они действительно ехали, по ним было видно, что они ехали побеждать сюда. Но они начали даже игры свои в групповом этапе очень хорошо. Они практически выиграли Cloud-Off, MVP. Но знаешь, потом оно пошло как-то как снежным комом. Как ты думаешь вообще, почему это произошло? Именно потому, что это пошло снежным комом. Ребята, скажем так, действительно переоценили свои возможности. Ты говоришь, что их настрой, я тоже чувствовал их настрой, я видел, что они действительно верят в свои силы, верят в команду. Но когда случается поражение, которого ты не ждешь, и если ты к нему как раз не готов, касаясь первого вопроса, то это может тебя очень сильно расстроить, и ты можешь попасть в зависимость от своих от эмоций от своих, что, в принципе, произошло и с ребятами. Они не смогли справиться где-то действительно с осознанием реальности. И это повлияло на каждые игры. Хотя первый день вроде как заканчивается, начинается второй день, тотально ничего не получается. В третий день начинают неплохо, и потом все равно не получается. Четвертый день мы не берем игру с IG, это совсем не та, это уже можно сказать, то есть не стоит вообще об этой игре говорить. Но если проследить последовательность того, как это все складывалось, то можно сказать, что ребята сначала вцепляются, потом их уверенность в себе постепенно падала, и они уже действительно оказались в состоянии, когда не совсем они могут уже использовать свой какой-то запал, с которым они ехали, и они уже действовали исключительно на каком-то скилле. Но этого не хватило. Слушай, они действительно, и они сколько сыграли практик, тренировок перед турниром, у них все очень шло здорово, они обыгрывали и Вичи, они много кого обыгрывали. Это выглядит немножко странно, потому что Даня, Хвост, Фаник, они очень опытные игроки, то есть для них эти ситуации, как справиться с нервами, они должны быть, стандартными. Если мы говорим, что проблема именно в нервах, то почему именно здесь, почему именно сейчас происходит это? Но я бы не сказал, что проблема в нервах на самом деле, потому что с нервами-то может быть все в порядке. Моральная составляющая. Да и моральная составляющая. Я бы сказал, что проблема в отношении к тому, что с тобой происходит. То есть в любом случае эмоции, моральная составляющая, к ней надо, этот аспект нельзя упускать. К этому нужно готовиться, нужно настраиваться. Возможно, ребята недолжным образом к этому подошли. Скорее всего, так и есть. Проблема именно потом в болезненном отношении к происходящим событиям. И это их очень сильно выбивает из колеи. Как я уже сказал, переоценивают свои возможности, очень сильно завышенные ожидания какие-то, а потом ты получаешь по факту другой результат, и все. И ты думаешь, что ты действительно не умеешь играть
играть, наверное, в доту, у тебя что-то не получается. Но это не так. Вот, это не так, это просто, скажем так, они не показали совсем не ту игру, которую ожидали. Но ничего не потеряно, нужно работать, то есть надо продолжать двигаться. Вот. А вот именно вот это болезненное отношение, оно забирает много сил. И ребята уже не могут найти в себе мотивации достаточной, да, чтобы действительно как-то браться, тренироваться и меняться вот по ходу чемпионата. Вот в чем проблема. То есть проблема не в нервах, понимаешь? А проблема вот действительно, то есть над этим тоже очень надо серьезно работать. Это я бы сказал, что скорее всего это проблема менталитета. Вот. СНГ Дота, мы все, нам либо все, либо ничего. Вот мы такие вот. Надо сейчас мы их накажем, сейчас мы их обыграем, или сейчас, все, проиграли. Типа, то есть нет вот этого какого-то постепенного. То есть, если проследить игры ребят, можно увидеть, что они вот либо сноуболом выигрывают игру вообще без шансов, да, либо их сначала ставят в очень тяжелое положение, и потом они опять тем же сноуболом, но из очень тяжелого положения вырывают игру. Но у них тогда график идет вот так, и они все забирают. Но когда идет противник, и они начинаются качели, вот тут и начинается самая настоящая проверка вот этих вот, скажем так, моральной составляющей, да. То есть я уже не беру аспект самой игры. То есть тут уже идет очень важное, скажем, такое твое состояние, в котором ты должен принимать правильные решения. То есть каждый выполняет должен свою роль на 100%. А когда вот у тебя нет вот этого состояния, ты не можешь принимать решения адекватно. И вот это с ребятами, в принципе, происходило. Там можно было видеть кучу грубых ошибок. Ошибка на ошибке в итоге приводит что-то. Вот. Но нельзя сказать, что они не стараются, что они не дерут, что они плохо играют в доту. Ну, это не так. То есть тут, скорее всего, вот именно вот сочетание вот факторов умения играть в доту, да, и вот это вот хладнокровное принятие решений, они вот не совпали у них. Вот и так вот пошло. Слушай, ну а ты как психолог, ты настраиваешь, как-то ты проводишь с ними беседы? Слушают ли они тебя? Вот это хороший вопрос. Я-то, конечно, стараюсь делать то, что от меня зависит. Это не первый мой чемпионат с ними, и, в принципе, мне уже достаточно просто как-то их привлечь их внимание и поговорить. То есть мы после группового этапа, у нас состоялся очень серьезный тимток, мы обсудили все вот эти проблемы, обсудили все возможные предстоящие проблемы. В принципе, ребята готовы. Все теперь, понимаешь как, все в итоге упирается потом в то, как они вот полученную информацию смогут применить. Вот. Тут что от меня зависело, я сделал. Возможно, могу делать больше, возможно. Но без желания ребят, скажем, вот без желания, то есть без состояния, когда человек хочет, чтобы ему помогали и хочет вот как-то меняться, развиваться, да, вот помочь невозможно и как-то повлиять тоже невозможно. Поэтому я сказал, тимток проведен, ребята все усвоили, вроде бы сейчас вот в данный момент они тренируются, вот, но все равно видно. То есть это, понимаешь, это уже на уровне привычки какой-то. Привычка, которая сидит глубоко-глубоко в каждом из них. А привычку менять – это очень серьезный труд. То есть это нельзя сделать так, чтобы вот, все, я другой. То есть это очень тяжелая работа над самим собой. А можешь рассказать немножко о каждом игроке команды, как они себя ведут, какие они прикладывают усилия, вот какой микроклимат в коллективе, какая вот химия, знаешь? Химия. У них, вот, исходя опять из менталитета, есть вот определенная проблема. Вот переоценить себя, нам нужна только победа, ничего больше, и никто не хочет признавать, ну, по-своему, каждый по-своему, у каждого свой уровень этого, никто не хочет признавать какие-то свои слабости, хочется все-таки видеть, что ты там всемогущий, я не знаю. Вот, но если взять в целом команду, то потенциал у них огромный. Как в игровом плане, да, они точно не раскрывают, точно не показали 100% своих возможностей, так и вот моментами я наблюдаю, что они могут быть очень сплоченным и дружным коллективом. Но тут много факторов. Во-первых, может быть банальная усталость уже от вот этих постоянных, значит, чемпионатов, да, а последнее время, ну, не совсем удачных чемпионатов, постоянные вот эти перетрубации в составе. То есть нельзя это сбрасывать со счетов, и мы понимаем, что сегодня мы получаем все равно команду, которая, ну,
прям, ну вот если взять, сравнить, допустим, с Секретов, да, вот они как-то собрались, вначале не получалось, но потом они раз, вот таким именно сноуболом как-то выбираются и идут, график идет вверх, если смотреть их успешность. У нас непонятно, у нас вот что-то прыгает, да, только набираем, раз состав поменялся, потом только набираем, еще что-то произошло, проиграли, потом только опять проиграли, например, потом оп, ну и, короче, что-то вот такое, да, их все время лихорадит, вот, и просто от этого всего, возможно, они просто устали. Вот. Кто-то начинает думать уже о какой-то будущей карьере, возможно. Ну, все время, когда с трудностями сталкиваешься, ты волей-неволей начинаешь думать о чем-то другом. Вот. Кто-то уже думает, может быть, о завершении, кто-то еще, кто-то думает о каком-то другом деле совсем. Вот. Но у них есть вот эта вот жилка, вот желание побеждать, все-таки мы Нави, вот. И они, я вижу, что в какое-то время они все равно как-то вот отбрасывают на второй план какие-то мысли, и они вгрызаются, и у них начинает все получаться. Но запала уже немножко не хватает, понимаешь? Тут надо вот постоянно над этим работать. Могу сказать, что это все преодолимо, это все убирается, с этим можно работать. Возвращаемся опять к тому, что нужно желание. Они должны захотеть этого, очень серьезно захотеть. Я не могу сказать, что кто-то из них этого не хочет, но могу сказать, что он недостаточно хочет, наверное, меняться или что-то развивать в себе. Вот. Каждый по отдельности, они очень по-своему уникальные, персонали очень сильные. Вот. Ну, любой игрок. Вот. Есть темная лошадка Акбар, да, который очень молодой, горячий. Вот. Не могу сказать за него, насколько вот он вливается в коллектив сегодня, но чувствуется, что амбиций у него гораздо больше сейчас, чем у ребят, которые уже побывали, скажем, везде, всего повидали, повыигрывали, чего только можно, да. И вот этот диссонанс как бы немножечко в разности в возрастах, в амбициях, да, в каких-то целях, приоритетах, он чувствуется. Вот. Ваня четко пришел в команду, сказал: я хочу побеждать. То есть ему нужно второе кольцо, да, вот у него цель какая-то видна. Даня, он тоже хочет выигрывать все подряд. Он не хочет вот побеждать конкретно интернет, он хочет выиграть все подряд игры. Вот. Саша, ну, приближен к этому, да. Глеб такой какой-то вот сам себе на уме, вот, человек, вот у него даже роль такая в команде, да, да, сам по себе, да, вот, с Глебом, ну, мы вот в Китае нашли в Надаке очень, скажем так, общий язык, я тогда с ним хорошо пообщался, вот, мы как-то узнали друг друга получше, и как-то он тогда был более открыт, сейчас он опять замкнулся немножко, он каких-то в своих мыслях больше, ну, моральное состояние у него хорошее в целом, да и форма, в принципе, неплохая. Вот. Ну, и если так по отдельности взять, то они как-то вот все, в принципе, скажем так, хорошо настроены. По отдельности, если с каждым говорить, каждый хочет побеждать, каждый вроде бы настроен, да, работать, но когда собираются впятером и попадаются вот какие-то неудобные противники, что-то начинается, чувствуется диссонанс немножечко вот общего. Они как-то, так ощущение, что как не договорились немножко. Все равно не хватает сыгранности, времени, проведенного вместе, возможно. Вот. И вот если отвечать на твой вопрос, то, опять же, потенциал есть, но реализация пока не удовлетворительна. То есть надо либо больше времени, да, либо надо больше желания как-то. Вот. Ну, работаем пока. Ну, тяжело сейчас сказать, что к чему это приведет. Но... Вот знаешь, мне очень много поклонников пишут: интервью с Акбаром, хочу интервью с Акбаром. А Акбар говорит: вот если выиграем ВИЧ, я тебе дам интервью. Вот, он такой закрытый, скромный парень. Можешь рассказать о нем чуть больше? Ведь ты познал его уже лучше, вы живете с ним в номере, вот, и расскажи за него, о нем. Акбар очень, скажем так, очень правильный. У меня сложилось впечатление, что он очень правильный парень. Он четко понимает, чего он хочет, да. Он очень открытый, прямой. Вот. Но проблема в том, что при всей его вот прямости, открытости, он об этом не говорит. Он четко знает, что он хочет, он это делает, да, но разговорить его очень тяжело. То есть его надо, ну, как мне показалось, надо завоевать его уважение, доверие, тогда он с тобой может нормально поговорить. Но мне кажется, много, ну, это и специфика характера, да, и может быть специфика его национальности, да, вот он такой, мы знаем, что он из Узбекистана. Вот, но в целом парень хороший, целеустремленный, трудолюбивый, да.
но у него есть вот эта черта, вот его вот эта вот прямолинейность, да, вот в эмоциях. Вот ему что-то не нравится, он прям вот он скажет, что не нравится. Вот вчера они тренировались, и они даже немножко повздорили с Даней. И когда вот ему что не нравится, он начинает прямо об этом говорить. Он не любит, когда, скажем так, что-то не так, как он хочет. То есть он тогда некомфортно себя чувствует. Вот. А ребята ввиду своей, скажем, опытности, ну, не совсем, может быть, прислушиваются к его словам. То есть, может быть, не совсем доверяют его какому-то новому видению доты. Вот. Но, опять же, это все фиксится временем. Все фиксится временем. И у Акбара большое будущее. Акбар, он, в принципе, достаточно легко, если разговорить, с ним нормально можно найти общий язык, с ним можно обо всем договориться. И он, наверное, один из немногих, который вот очень-очень хочет трудиться, очень хочет развиваться. Ты сказал, что вот если не по его, то он прям негодует. Это задатки лидерства? Я бы сказал, да. Однозначно. Даже по игре видно, если стоять за спинами и слушать, когда они играют, Акбар постоянно в эфире, постоянно координирует, подсказывает, где-то там напоминает о чем-то. Вот. Это действительно лидерские качества. Он может повести. То есть сейчас не хватает ему опыта, не хватает где-то, наверное, ну, немножко, скажем, не дозрел чуть-чуть, да, вот. Но в будущем это однозначно сильный, скажем, тактик-лидер, капитан, возможно, да, который поведет за собой команду. Но ему нужны игроки, которые его будут слушать. А заставить Сашу, Даню, Ваню и Глеба слушать Акбара сейчас, ну, это тяжело сделать, тяжело. Они скорее всем, кому угодно, расскажут, как нужно делать. Ну да, до этого ФНГ пробовал, Иго Блак пробовал. Да, та же ситуация. Очень тяжело, ребят. И, в принципе, они правы, потому что, ну, пришел Акбар может показать новое что-то, да, но вот он не был там, он не был, скажем, он не держал Аегис, вот, и поэтому, в принципе, как бы ребята, может быть, скажем, может быть, не совсем правильно сегодня проводят свое время, как это должно быть, вот, но это те, кто действительно был в топе, и те, кто знают, как побеждать, это главное. Те, кто где-то более морально устойчив в каких-то ситуациях на дистанции. Вот, и это нельзя сбрасывать со счетов. И Акбару, в принципе, здесь тяжело. Он должен и слушаться. Вот. И опять же, у него есть вот эта вот какая-то замкнутость, да, закрытость, тоже, что мешает ему. Но когда он в доте, он совсем другой. У него развязывается язык, он начинает говорить. То есть это такое постепенное проявление лидера. Это как мастер своего дела. Да. В жизни ты можешь быть молчаливым, скромным, но когда ты приступаешь к чему-то, ты меняешься. Вопрос такой, следующий. У нас завтра очень важный матч, самый важный на этом турнире. Как ребята сейчас к нему готовятся? Какой настрой вот у них сейчас? Как они, не знаю, как они себя чувствуют? Я бы сказал так. Ребята очень осознают всю ответственность вот этой игры. Вот. И по-прежнему на них давит результат в групповой стадии. По-прежнему. Вот. Мы, конечно, общаемся, разбираем, я им пытаюсь помогать где-то. Вот. И настрой у них сейчас такой двуякий. В покере, это говорят, all-in. То есть они понимают, либо все, либо ничего. Эта игра, наверное, самая важная на турнире. Пройдя ее успешно, все может кардинально измениться. У ребят могут включиться резервы, они могут поверить в себя, они получат этот вот как раз вот этот вот буст мотивации, да, они увидят уже, что best of 3 это уже гораздо, это уже наш конек. Мы можем проиграть одну карту, потом выиграть 2 подряд, то есть Нави всегда славится камбэками. Вот. И они уже будут больше в своей тарелке. Это придаст им уверенности. Сейчас у них вот такое 50 на 50. Они очень волнуются, они понимают, что им надо что-то поменять в игре, причем в короткий промежуток времени, и это на них немножко давит. В данный момент играют, я вижу, что не все получается. Ну, посмотрим, в общем, посмотрим. Но это реально действительно важная игра, и их состояние, в принципе, для этой игры. Я их вот учу, например,
смириться с поражением, как бы это ни звучало странно, потому что объективно самый, скажем, опасный противник – это тот, которому нечего терять. Вот. И ребята должны это поймать, но очень тяжело поймать состояние, когда тебе нечего терять, им есть что терять, и они это понимают. За ними огромная армия фанатов, которая поддерживает и там пишет им, и появляются и хейтеры, и те, кто поддерживает постоянно, вот. Но они это постоянно чувствуют, за ними смотрят их родные, близкие, да, за ними смотрит организация Na'Vi, за ними смотрит, в принципе, весь мир, потому что все что-то от них ждут. Та команда, которая была 3 раза в финале, и это вот все вот так вот все накапливается, поэтому как бы сейчас очень тяжело их оценить состояние, но я думаю, мы попробуем справиться с этим. Ребят, поддерживайте нашу команду, не нужно хейт. Они все читают, они все смотрят, и для них это в душе их это поддерживает морально. Так что хейту нет. Вот, Жень, наверное, я буду заканчивать с тобой это интервью. Спасибо тебе за развернутые ответы. Вот, и, как я уже говорила, завтра у нас важный матч, нам нужно всем настроиться на него. Вот, и желаю тебе настроить команду на победу. Вот, и надеемся, что они справятся все-таки с этим. Да, спасибо, мы тоже надеемся, будем делать все, что от нас зависит. Спасибо вам, зрители, за то, что смотрели это интервью, и до скорых встреч. До свидания.